Привет! В этом видео очистители воздуха. Мы взяли в обзор 3 модели по цене около 10 тысяч рублей. Что в общем, особенно на фоне нынешнего нестабильного курса рубля и вообще бардака с ценами, весьма по-божески, как говорится. Плюс есть модель подороже. И можно сравнить, кстати, за что доплачиваем, вот собственно, да, эти деньги дополнительные. Важно, что все цены в материале актуальны на момент публикации видео и могут меняться. Ну а ссылки на технику из видео всегда есть в описании. Поехали! Вот он какой! Такой простой, ну вот реально этот лаконичный дизайн, очень правильная фишка для недорогого, в общем, прибора. Он вообще куда угодно встанет и впишется. В любом интерьере нормально будет смотреться. И он особо не привлекает внимания, но это хорошо, потому что не надоест быстро. Тут главная функциональность. И вот что касается функциональности, это классический такой базовый очиститель воздуха. Собственно, именно этого и ждешь за те деньги, которые он стоит. У него комбинированный фильтр, предварительная сетка, она задерживает крупную пыль. Дальше HEPA для того, чтобы разбираться с мельчайшей пылью. Ну и угольная составляющая, чтобы бороться с неприятными запахами. По производительности тут максимум 160 кубометров в час. Ну, это вот прокачка воздуха мотором, вентилятором через фильтры. Этого вполне достаточно для помещения площадью до 25 квадратных метров. Именно на такое он и рассчитан, ну или меньше, понятное дело. Но надо понимать, что 160 кубов в час это на максимальной скорости работы вот вентилятора, а на ней постоянно обычно не используют очиститель. Все же шум ощутимый, и так в любой модели. Кстати, скоростей работы вентилятора тут 3, просто выбираете поворотным регулятором нужный режим. Первую скорость вполне можно ночью использовать по шуму, вполне удобоваримо, всего 18 дБ, это реально прямо тихо. Интересно, что забор воздуха тут происходит вот с одной стороны, сзади. Некоторые считают это недостатком, мол, не 360 градусов, не со всех сторон. Это накладывает некоторые ограничения на размещение прибора. Ну вот сзади нужно, чтобы место оставалось. Ну да, не придвигайте просто вплотную к стене его, и все, и никаких проблем. Есть ионизатор, тут встроенный, он не супермощный, как это обычно и бывает в бытовых очистителях воздуха. Видимо, поэтому его и нельзя отключить. Но перебора с ионизацией тут не случится. Этот момент продуман. А так, вообще ионизация помогает делать воздух чище, потому что отрицательно заряженные ионы или анионы, они образуют более крупные фракции с частицами различного происхождения в воздухе, имеющими противоположный заряд. И из-за этого загрязнения, они оседают вниз. Но не бойтесь, что у вас вся мебель будет в осевшей пыли. Повторюсь, процесс ионизации не настолько тут интенсивный, чтобы такое случилось. Но вот так, как я уже говорил, нормальный базовый очиститель воздуха за свои деньги. Для начала, просто посмотрите на него. Вот про предыдущий очиститель я говорил, что у него такой максимально лаконичный дизайн. И это хорошо, потому что под любые интерьеры подходит. А вот Funai у него явно поинтереснее внешний вид, но вместе с тем нет перебора. Он так технологично выглядит, но все равно дизайн такой спокойный, плавные линии. Опять же, ничего не мешает ему вписаться в самые разные интерьеры. Эргономичный и компактный, кстати, что тоже важно. Плюс он приподнят немного над полом, так что не собирает с него пыль, не втягивает. По функциональности это уже не просто базовый очиститель, я бы его отнес к категории базовый плюс. Сейчас поймете почему. Например, кроме выбора скоростей вентилятора, то есть интенсивности очистки воздуха, вы еще можете включить авторежим. И тогда Funai Zen сам будет анализировать качество воздуха. Тут есть датчик наличия в воздухе частиц PM2,5. Это мельчайшая взвесь, невидимая невооруженным глазом, которая с воздухом попадает к нам в легкие, далее в кровь, если воздух не очищать. Ну и исходя из данных этого датчика, очиститель корректирует свою работу, увеличивая или снижая интенсивность очистки. Это удобно. Плюс на дисплее, а он тут тоже есть, можно увидеть информацию о
качестве воздуха. Индикатор меняет цвет в зависимости, собственно, от качества воздуха в помещении. Есть и отдельный ночной режим, минимальная скорость, дисплей выключается. Есть возможность включить или выключить ионизацию. Есть таймер с отключением, можно задать нужное время работы устройства. Есть на дисплее даже индикация необходимости замены фильтра. Кстати, о фильтре. Это классический комбинированный фильтр, предварительная сетка для крупной пыли, далее HEPA для мельчайших частиц плюс угольная составляющая, чтобы устранять неприятные запахи. Производительность тут максимальная по очистке воздуха очень хорошая для такого довольно компактного устройства, до 200 кубометров в час. Эффективен в помещениях площадью до 30 квадратных метров. Есть у Funaizen встроенный отключаемый ионизатор воздуха, что расширяет возможности этого очистителя в контексте создания такого, знаете, здорового микроклимата в помещении. Действительно интересная модель, стоит не космических денег на момент публикации видео, но при этом получаем хорошую функциональность вместе с классическим таким работающим давно подходом к очистке воздуха. Единственное, что немного меня смущает, минимальный шум 25 дБ. То есть в ночном режиме он так работает. Есть модели, работающие в ночном режиме потише, а это важно. Для тех, кто очень чутко спит, я бы рекомендовал посмотреть очистители с минимальным шумом 18-20 дБ. Многие думают, что Banneka — это всегда какая-то довольно дорогая климатическая техника. И действительно, у них много продвинутых, и не бюджетных таких приборов. Собственно, это очень известный швейцарский бренд климатической техники, который в этой теме уже десятки лет. У нас, кстати, есть видео топ-5 Banneka. Там как раз есть разные и премиальные устройства тоже. Но этот очиститель воздуха P230 это такая младшая модель в семействе очистителей Banneka. Младшая — это и о том, что тут опять же базовый уровень. О функциональности сейчас поговорим, но сначала дизайн. Согласитесь, симпатичное устройство, не просто уже какая-то такая коробка пластиковая, а что-то поинтересней. Мне нравится, современно, так и как-то занимательно смотрится. Не зря у него Red Dot за дизайн. Это крупнейшая и известная европейская премия в области промышленного дизайна. Здесь комбинированный фильтр, но он другого формата, вот такой круглый, потому что забор воздуха идет по всей окружности, вот по всему корпусу в нижней части. Здесь есть предварительный фильтр и HEPA. То есть он заточен именно на очистку воздуха от мельчайших опасных для нашего здоровья частиц. И тут такой реально хороший, не совсем уж тонкий HEPA-фильтр. И еще есть ультрафиолетовый излучатель. Я это называю дополнительная гигиена. И воздух чище, и внутри очистителя тоже ультрафиолет не дает развиваться ничему не нужному каким-то там бактериям. Знаете, плюс ионизация воздуха можно включить, можно выключить. Тоже способствует очищению воздуха от пыли и других загрязнений. Простое и понятное управление, сенсорное, дисплей, 3 скорости работы вентилятора, на 30 квадратных метров максимум он рассчитан и 155 км в час максимальная производительность. Простой, понятный, эффективный и красивый очиститель воздуха. Что еще нужно? Этот очиститель Electrolux, он подороже. Заодно и посмотрим, за что предлагается заплатить. И пожалуй, это реально самое красивое в обзоре устройства. Смотрите, то, как он приподнят над полом, придает какой-то дополнительный, даже не боюсь этого слова, шарм, наверное. Плюс у него еще можно включить голубую подсветку внизу, и тогда, вообще так он улетно смотрится. Вот эти простые, по сути, решения делают обычный, по сути, прибор, очиститель воздуха, уже элементом дизайна интерьера. Кто-то скажет, что очень много я времени дизайна уделяю. Да, это так. Во-первых, у меня профдеформация. Конечно, много я дизайнов бытовой техники повидал. Все-таки опыт в теме больше 15 лет. Но вообще-то, мне кажется, это же круто, когда нас с вами окружают красивые вещи.
А если они еще и полезные, начну с того, что управлять этим очистителем воздуха логично и просто удобнее со смартфона. Кто-то скажет, да ну, зачем это все нужно? Но знаете, аппетит приходит во время еды. Это действительно удобно и просто. Я не говорю о том, чтобы откуда-то из Парижа вашим очистителем в Москве управлять. Нет, даже дома, находясь, это удобно, не надо подходить к нему, что-то там нажимать. Все в телефоне, все понятно, вся функциональность в мобильном приложении доступна, все с дивана сделал. Можно еще создать из мобильного приложения расписание работы, чтобы, например, в спальне включался только на ночь, а утром выключался и больше вообще об этом не думать. Я вот честно скажу, у меня стиральная машина с удаленным управлением. Когда она появилась у меня, я начал пользоваться и теперь реально со смартфона все включаю. Также и с очистителем. Тут даже удобнее, потому что стиральная машина, ну как ни крути, она грязные вещи в себя не сложит, чистые не вынет, а очиститель сам грязный воздух в себя втягивает и чистый на выходе выдает. Ну, подмена понятий, конечно, но хорошо ведь получилось, да? Работает он также с Алисой и Марусей, с нашими отечественными голосовыми ассистентами. На корпусе тут дисплей, и на нем, кстати, все нужное отображается, если уж вы сильно против того, чтобы вот заглядывать в смартфон часто, то режим работы, скорость, активные опции, дополнительные опции, уровень загрязнения воздуха в помещении, все это на дисплей выводится. То, что модель более дорогая в сравнении с предыдущими, дает, например, большую производительность по очистке воздуха. Она тут до 600 кубометров в час. Это такая серьезная заявка, но он и рассчитан на работу в помещении площадью до 75 квадратных метров. Естественно, такие показатели, но вот по производительности, это когда максимальная скорость вентилятора. А тут их всего 4, включая турбо. Плюс есть датчик качества воздуха, наличие в нем частиц PM 2,5, и поэтому логично есть авторежим. Очиститель самостоятельно корректирует интенсивность своей работы, исходя из данных этого датчика. В ночном режиме он выключает дисплей и работает с минимальной скоростью и шумом 21 дБ. Ну, на мой взгляд, это вот прямо на границе. Если более шумно работает очиститель, мне, например, уже может быть сложно уснуть. По очистке воздуха тут не маленький такой комбинированный фильтр. Забор воздуха идет по окружности 360 градусов, что удобно в контексте размещения очистителя в помещении. Предварительный фильтр для крупной пыли, HEPA и угольная составляющая. Весь классический набор. Прибавьте к этому еще ионизацию, ее можно включить или выключить. И также отключаемую обработку воздуха, проходящего через очиститель ультрафиолетом. Ну и функция ароматизации есть. Можно капнуть аромамасла в предназначенный для этого слот на выходе воздуха из очистителя, чтобы дом наполнился каким-то вашим любимым ароматом. Смотрите, мы этим видео хотели показать, что не обязательно платить по 50 или 100 тысяч, чтобы купить эффективный очиститель воздуха. Есть недорогие устройства, у которых вполне эффективная, опять же, система очистки воздуха. Для бытовых целей, для поддержания в помещении определенной площади хорошего качества воздуха, они вполне подойдут. Если хотите знать мое мнение, то вот в цене около 10 тысяч из этих моделей я бы все же склонился к Funite Zen. Ребята тут выигрывают благодаря вот этой дополнительной функциональности. Датчику качества воздуха, авторежиму, индикации чистоты воздуха на дисплее. И выглядит он вполне современно. Но если покупаете что-то подороже, то Electrolux. Тут классическая схема очистки воздуха комбинированным фильтром, но есть всякие дополнительные полезные опции, удобное и понятное удаленное управление. Плюс мне реально заходит то, как он выглядит. То, что он так приподнят над полом, плюс подсветка. Не просто бытовой прибор, а такая еще крутая составляющая интерьера. Заходите, кстати, на канал, в наш плейлист «Климатическая техника». Там о ней много интересного, в частности, об очистителях воздуха. У нас есть материал. Этот тостер мы не делаем из домашней техники сенсаций,
презентации, мы просто рассказываем о том, как она реально работает и какая нам с вами от нее реальная польза. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со всеми заинтересованными в теме, заходите еще на Toaster.ru, есть мы на Яндекс.Дзене, в Телеграме и в соцсетях. Там не только наши видео, но и много другого интересного о доме и быте от нашей команды. До новых обзоров и тестов. Пока!